Опять бешеная рептилия, которая не может остановиться. Что-то пока какое-то говно. Not bad, not bad. Единственное, что радует на рептилии, это то, что прирост силы огромный. Вообще на нем можно, конечно, играть через устранение и воина. Просто идти в мастера без трампла. Почему бы и да. Не, ну в мага тоже можно пойти. Но трампл сам по себе кнопка слишком сильная. Телефон сел. Что-то даже не заметил. Блин. Туда вообще нельзя нажимать, он сразу же залагивает. A few moments later. О, кажется, начинает разлагивать. Нет, вылетело. Я в прошлый раз точно так же меня залагало. Хотел выйти, даже свернуть игру, у меня ничего не получилось. Даже диспетчер задач не открывался. Чё-то он непробиваемый какой-то. Хорошо хоть попался против чела, у которого, по сути, несложно было выиграть. А Гуля через рент? Ладно. Супер бобер. Лондрит в мага? О, серьезно? Окей. Что-то пока как-то все неинтересно. Нет, телефон, не умирай. Живи, бро. Что у Розора вообще нет дэмэджа. И мне кажется, что сосалка бесконечная. А здесь, видимо, он начал сосать медведя. И стаки закончились. Ай-яй, почти, ну, есть. Блин, как это было близко. Там реально зарешал баш и скорость атаки. А На меня ставьте, парни. На Giant меня Strike. ставьте, да. Лол. Сейчас я просто из него кишки выпущу, жесть, да. Хорошо, Бору. Говорит, кишки выпустит, окей.
мистер В умер. Типа, мистер В труп. Честно говоря, я за деда. Фантом Я прикольная за деда, штука. Потому что спасибо деду за победу. Потому что для того, чтобы скинуть фантом, нужно нанести 3 удара. Эх, ладно. Конечно, интересно, что сейчас будет. Будет ли трампл? Что ж, увы. Длительность 5 секунд, перезарядка 18. Там еще показывали Дазла, у которого бесконечный крест. Неужели там есть талант на то, чтобы это все дико перезаряжалось, походу? Да, несомненно, это тот самый тактический фит, как по-другому. Так, 663, 150, 80, 100, 120. Ладно. Сильно-то и не нужно. Да, спектра с дуэлью, с Giant Страйком. Имба. Не, вообще, если сюда На меня именно ставьте, под на меня форму ставьте, парни, вы не найти попадаете, Trick of the я Trade, говорю, как купить Аганим, нормальный человек, выйти в лейт есть. за счет нетерпеливости и воина, то даже на этом можно стакать. Легко. Там даже дисперсия не нужна. Вытолкал. Булварак смотрится интересно с этими вашими толканиями. Да, мне бы еще Бладстоун взять. Магический отхил мне нужен 100%. Без этого никак. Как же мне без отхила? Я уже думал, близко к поражению. ВД через... Беда. ВД через Omnipresent. Гениальная идея. Да, ты особо не постоишь на госте. Я только потом понял, что там есть как раз незертоксин, который благополучно отключит ему булварк.
А големы дамажит больно. Более еще и станчик. Булки Бен теперь дает на 100% больше здоровья с имоном. Жестко. На 100%. По-моему, это чересчур много. Кстати, под пассивочкой там достойный такой реген 80. Туда засунуть террасочку. Найти големчика. Ведьмомчик. И прям, я думаю, будет изи. Все, минус лицо. Изи. Подожди, у него... Он точно не любит либо кнопку В, определенно, либо у него там ZXC, по идее. Но он точно не любит эту кнопку. Хотя он, может, конечно, не знает, как это работает. Может, он не знает, что можно поменять кнопочку, нажав F8, к примеру, либо вот сюда. Здесь вообще показано, что первые две способности пассивки. Сразу видно, что... О! Как только заговорил, он поменял. Лол. Что происходит? Блин, классная кнопка. Сквозь БКБ проходит. Урон за удар 225 плюс доп урон за удар 60. Плюс 100% длительность за счет таланта. По-моему, Pulverize это какая-то прям космическая кнопка. Еще и по области работает. Нельзя недооценивать эту способность. Я на тебя хату поставил, весь доктор, давай делай. Всех так чисто головой об стену. Ульту давай нахуй. Я на тебя все бабки поставил. Ай, хорош. Ай-яй-яй-яй-яй. Красавчик Хватило дэмэджа, вообще, хватило. люблю тебя. Я что-то думал, не хватит. Не, ну ему в итоге взять ветра, и он бы выиграл. Не ГОСТ, а именно ветра. Обычные. Еул который. Не Виндвейкер. Сколько он стоит? 2000, по-моему. 2000. Не, ну тут без шансов Праймал побеждает. Тут вообще без шансов. На Праймал оставьте. Даже непонятно, что там. Как говорится, нифига не понятно, но очень интересно. Трампл, Uproar, Трампл. Pulverize только увеличивает длительность. Ну ладно. Что ж, ладно.
Погнали стакать Винера. Чего там, ник Гуля? А. Ник Гуля, и Гуля завершает последним, я понял. А еще я Аегу потерял. Гуля, ты что? Тут что? А что происходит? Я не пойму. А, он специально сливается. Зачем тогда добилась, если сливаешься? По-моему, это лютый бред. Ты все-таки вышел в итоге. Лол. Скорость передвижения. Ну, Булварк он вряд ли пробьет, конечно, но там еще и Shadow Dance. Плюс палец. А Shadow Dance, не? Видимо, ботик сразу нажал Shadow Dance. Почему-то непонятно. Подожди, что он там пишет? Резов... Сталвард. Тут без шансов. Что такое Сталвард? Справа челик. Йов погибает. Unit It. У него, сука, противник Какой-то бред, если способность, честно. копфайтера. Не, ну это было близко. Хотя билд, конечно, интересный. И защита, и контроль, чтобы усилить. Ну, братишка. Чтобы усилить, он взял Булки Бен, чтобы голема было тяжелее пробить. Включение пассивок, плюс обраточка с торчеркой. Через вампиризм. Жесткая тема. Бля, я не знаю, что мне купить. Можете что-нибудь накинуть из вариантов? Тут, конечно, пробить будет тяжело. Я... Так, подожди. Да, тут спорно. Ну, я на тебя, ладно, давай поставлю. Только попробуй. Там, походу, чел Поиграть. точно опытный какой-то. Но он не зря взял Булки Бенд. Более его еще и апнули. Там голема хрен пробьешь. Эх, не пробивается. Что тот. Но тут хоть стак это Shift. Да, он не попадает, конечно. Но Разор, мне кажется, выиграет. Эх. Опа!
Америка, Европа. Нет, не трогай меня. Ебать. Хорош, хорош. Да, я аж обосрался. Плотная хуйня. Миллионы уходит и приходит. Там, получается, нужно выбить сначала иммунити, Похуй вообще. Так, выбить я крутилку, ставлю но у меня на чистый дэмэдж, конечно. Мне еще стоит не забывать, что у меня крест. Потому что существует тот факт, что я просто могу крест не нажать. Просто забыть, типа, ой, я забыл, сори. Ну, бывает. Блять. Я хату поставил на храм убийства, давай тащи. Хорошо. Тю. Ебать там ударов, я повороте. Я выиграл 5 миллионов. 68 ударов. Тебе нахуя стоит? Да я сам не знаю. Так получилось. Ну ладно. У меня золото 8888. Так, у нас бурутайм КД 28 секунд. 15 секунд здесь. 10 здесь. Тут тоже 10. Еще бы взять ветра. Второй Да. тапочек. Хуй знает. Крипы исчезают. Мама родная, вот это дэмэджи. Пиздец. Я проказ заранее не сделал и проиграл. Да там твой булварк, и на него вообще не влияет даже. Что потерял все. Ну, пофиг. Играем без трампла. Это как будто челлендж какой-то. Я взял гонца. Взял как раз Целестиал Яшу для того, чтобы быстрее бегать. На тебя поставлю, братик. Разор. А ну сколько? 1100. Нормально. Играю без трампла. Опа. Вот это поворот. Да и ладно, чё. Несчастье в деньгах, нахуй. Счастье в козе. Которая в носу. Я всегда думал, что пульверайз это нереальная кнопка. А ну сколько дэмэджа? Хотя и немного на самом деле. Ну да, то что у меня 332% всего лишь. Оставь. Но у меня есть крещендо, и у меня есть винера 48%, поэтому
Эти 973 плюс, опять же, доп. Урон за удар 60. Благополучно стакается. Вау. Пизда. Бля, ебать. Кто победил? Победила дружба. А нахуй с ним. Правильно. А как Праймал нафармил столько бабок, блядь? Я псих. У меня просто на ставках 13 тысяч плюс. У меня две ставки, чтобы ты понимал. 10 тысяч ровно. Две ставочки сыграли. 10 тысяч плюс. 6100 и 3900. Да ебать тебя в рот. Спасибо. Не жми кнопку. Охренеть. Заебись. Произошло ровным счетом то же самое. По-нашему. По-дотельски. Правильно. По-дотерски. Ура! Рампл! Наконец-то! Свершилось чудо. Я побегаю. Когда столько кнопок, хочется... хочется немножко по-другому, потому что когда много кнопок, тяжело это все прожимать. Пробежал. Просто пробежал. Это хорошо, что у меня все в троечку пока. Тут 1 час остался. Алло, а можно не лагать? Лагает жесть. Так, 15 скорости передвижения. 2 сопротивления магии. А тут те самые КД. Пускай будет КД. Я думаю, что все-таки КД поприятнее. Думаешь, проиграешь? Родившийся аборт. Вот это ники. Родившийся аборт. Даже да, вот где Трампл и где пульс снова. Разница в уроне. Разница какая-то космическая. Пизда. Давайте поверим. Я не знаю, конечно, возможно зря, но я хочу поверить. Разор поставил 33 голды. Ай-яй-яй-яй, вот этот дэмэдж. А где БКБшка, ё-моё?
он поверил в свой отхил. Ну пускай, да, здесь сопротивление магии плюс отхил, да, тут хилочка, ну такая, конечно, не особо. Ну там урона дофига. И рот, и... подожди, хилки у него нет. Странно. Ну что, думал, у него хилка? Малядик дамажит слабо. Ты выиграл. Раньше Малядик дамажил вот на стака Швинера, там 10-12 стаков. И можно через Малядик просто не ставил даже с никакого. 11 проклятиями дефать. Это такая имба просто нереальная. Опа, вот эта битва прям вообще будет жестко. Нет, трампл не дает урон с руки, а трамплу добавляется множитель урона от руки. То есть чем выше твой урон с руки, тем больше дэмэджа от трампла. Нет, пусть Как-то так. Бешеная рептилия. Да, тут вообще без шансов нахуй. Что есть, то есть. Короче, тут как написано, плюс 20% к множителю урона от атак, это талант. А здесь написано множитель урона от атак 55%. То есть, как это работает? Ты увеличиваешь свой урон с руки, и этот урон с руки добавляется для трампла с множителем урона, как здесь написано. Не 100%, соответственно, а 55%. Ну и плюс талантик. Раньше был талант и 25%, Хуя себе. поэтому было 60%. Бля, вот Сейчас такой 20%, шум, поэтому сука. 35 плюс 20 55. Я все бабки потерял. Ну и это, соответственно, урон, который от руки добавляется 55%. Пускай там 1000, да, и плюс 55% это где-то 550 урона. Это, конечно, немного, но этим доказывает способность, что это имба. То есть и от интеллекта усиливается урон, и за счет скорости атаки, ой, не скорости атаки, а скорости передвижения добавляется быстрота тиков. Чем быстрее ты бежишь, тем быстрее оно тикает. Потому что 100, сколько, 140, да? Да, 140 единиц дальность, это небольшая дальность. Вот если взять шард СК, там 700 вроде дальность, а здесь 140. Есть разница. Бешеная рептилия. Я 100% с уверенностью могу сказать, определенно, 100%, миллион процентов, то, что здесь основной дэмэдж мой, либо обратка, либо трампл. Да, я мог переиграть, к примеру, да, теми же диаболиками. Но это способность, которая так и сяк и не является гениальной. Тут что, нужно не забывать, что у меня есть крест, что я могу выжить. Это самое главное. Да, логично, что это не тот, конечно, подсейв, который хотелось бы. Но, тем не менее, он достоин. То есть 5 секунд ты бессмертный. Тут 5,5 и тут 5 секунд. Ты можешь нажать Borrow, побегать, нажать крест, выжить, отхилиться, и у тебя опять откатится Borrow. Потому что 28 секунд КД. А что за лаги? Вот это да.
Так а смысл мне улучшать урон с руки, когда у меня и так урона до хера? Я силу качаю. А что ты хочешь взять или поменять, чтобы у меня был урон с руки, что? Дайдалус взять? Бладторн, что? Брошку? Бабочку, что ли? Мне вот эти все предметы нужны. Скорость для трампла, перезарядка. На крипах, конечно, не особо нужно, но достойно. Тут скорость передвижения, урон. Тут скорость передвижения под сейф. Блять. Обратка на крипах, ну так. Конечно, сама по себе обратка это один из лучших предметов для любого героя. Это отхил. Могу с уверенностью сказать, что вот это все мне нужно. Даже, возможно, если я что-нибудь добавлю, урона много не добавится. 100%. Это если увеличить урон с руки, тогда можно поменять, например, нетерпеливость или крещендо на устранение, и тогда просто качать силу. Но крещендо уже сама по себе веха является имбой даже для трампла, потому что ты дамажишь трамплом, у него хп теряется, а у тебя благополучно урон усиливается. И за каждый стак 10%. За каждый 10% это много. Очень много. А у меня еще под рейджем скорость увеличивается на 18%. Я вот помню, сколько я стакал Винера. По-моему, 17 стаков у меня был рекорд. Или 19. Нет, 17 вроде. Я уже и забыл, да. Но 12 тоже достойно. 72% урона. Просто сверху. На тебе 72% дэмэджа. На покуше называется. Торчерка мне не нужна. Она бесполезна. Ну что ты творишь? Че за хуйня? Почему я проигрываю? Как это Так ты повернулся спиной к медведю, конечно. Минус 2 косаря. Минус 1600, минус 2, минус 1500, минус 2100. Спасибо. Здорово, сейчас попробуем объяснить. Да, блять. Просто, сука, не за человек такой, блядь. Не совсем понимаю, работает ли усиление на нее от Винера. От стеклянного оружия или дуэлиста. От стеклянки, от Винера. Да. От первого хода. От чистой удачи. Это все дисперсия усиливается. Не сильно. Не так, как ты думаешь, типа, вау, там все, имба. Нет, не сильно, но усиливается, да. Ну вот смотри, например, у тебя есть обратка. К примеру. Она возвращает 85% урона. Тот человек, который по тебе бьет, дамажит себя своим же уроном. Магическим там пускай. Чистым. Физическим. Если у него есть защита, он себя будет меньше пробивать. Но если у тебя есть увеличение урона, то она в любом случае работает. Но только процентное усиление. Не то усиление, которое от интеллекта, а именно процентное.
Все, любое процентное усиление работает. И стеклянное, и чистое колдовство, и чистая удача, все работает. Я как будто 8 сделал. Бля, я сейчас проиграю. Не проигрывай, живи. Мы в тебя верим. Жив цел орел, да? Подайся мне, пожалуйста. Да Подайся я мне, ж винер пожалуйста, чтоб стакаю. У меня бабки были. Просто, блин, я проиграю. Один раз подайся, у тебя и так нетворса очень много, по-братски. Сори, бро. Не, если бы у меня не было винера, я бы сказал, ладно, окей. Но я винер стакаю, не хочу проигрывать. Да у тебя и так нормально. У тебя топ-5, тебе дадут плюс 40, наверное, ММР. На таких рейтингах можно спокойно ливать, и ничего ты не теряешь. Сколько дали ММР? 40? Ощущение, будто он меня не слышит. А, он меня замутил, да? Так а зачем мутить тогда? В чем смысл мута? Сейчас мы разгонимся. Разогнался. 90% дэмэджа. О, 3-2. А че я буду поддаваться? Зачем? Ради чего? Ну поддамся я ему и что? Он все равно проиграет. А так я себе один стак собью, уже неприятно. Хочется по максимуму настакать. Да, могу с уверенностью сказать, что такое усиление не контрится. Мне кажется, он бы даже под энрейджем почти бы сдох. 100%. Где его шестой спел, не пойму. Кстати, у медведя должно быть больше хп. Оно после дуэли всегда багается, ему нужно переложить корону, и тогда будет не 75, а 120, наверное. Фига себе, блин, алло. У этого 120 у медведя. А вот 139 тысяч.
140. Подожди, а у этого сколько? 236 тысяч хп. Так а чё бы не положить сюда Мом и Тараску? Он же просто будет регениться как бог. Я тоже хочу такого медведя создать, жесткого и жирного. Ну это реально имба. Ну как ведь по-другому? Медведь называется неумираемый. Неумираемый медведь. А я его вижу. «17 стаков, 102% дэмэджа. Я уже столько стаков не помню, когда последний раз делал. Это можно сказать, спасибо вам, люди, за то, что вы дали мне возможность настакать. Такое бывает, когда ты находишь нужные кнопки, тут даже Pulverize плюс крест вообще не нужно. Тут можно найти Enrage, поменять Pulverize на что-нибудь типа Баджуджи, чтобы трамбл был бесконечный, и все. Изи. Да, но крепочки уже пробивают, конечно. 312 тысяч хп, алло. Да возьми ты, блин. Ну реально, возьми Мом улучшенный. А, этот сдох уже, понял. Просто возьми улучшенный Мом с этим, с Тараской. Вот таким количеством хп ты точно не умрешь. 100%. Без шансов. Мультикаст, наверное, не сильно мне нужен. Сильно, не сильно. Взял разбег. Ну, тут логично, то, что он кулаку нажал и все. Я не смог нанести урон. А как там нанесешь урон, когда его нет? А где его отхил, не пойму. Алло, сатаник. Да даже Бладстоун возьми, у тебя Кролл Старс, Бладстоун, будешь отхиливаться хотя бы. Вот видно, что вот даже сейчас 36 регена, 300 тысяч здоровья, всего лишь 69 брони и крипы на 70 броне, говорю, на 70 броне, на 70 волне медведя не пробивают. С 3 проклятиями. Мамочки родные. Мне кажется, этого медведя вообще не убить. Если, я же говорю, если взять сатаник, взять Мом и взять Тараску, там такой будет дикий реген, что... А, еще и скорость атаки развить. Потому что у него сейчас 0.24. Да, быстро, но можно быстрее. Я бешеный тип, чё? Ну, я быстро бегаю, да, потому что у меня трампл... Трампл за счет и Целестиала, и Giant Ринга. Здесь. Тут в троечку скорость. Тут. Поэтому бегаю я быстро очень. Мультикаст, я думаю, можно убирать. %108 дэмэджа. Постоянного. 108%. Я все еще ищу. О. Вот. Вот это уже оно.
Это как раз я и искал. Тут, по идее, эту игру можно назвать практически идеальной. То есть у тебя идеальные сейвы, трампл под усиление, имба. Конечно, по ставочкам у меня все плохо. Не могу сказать, что поставка у меня замечательна. Ну, если стакнуть еще 2 стака, будет достойно, но мне кажется, они уже скоро сдохнут. Ну вот возьми, сатаник, блин, ну возьми ты сатаник на медведя. Омник, чё не положить сатаник в медведя? У него же основной урон физически будет отхиливаться. Почему не Во, красава. Чё так раньше не сделал? Говорит ХЗ. Блин, ну это реально бешеная рептилия, тут по-другому никак. Ну а как тут еще по-другому рассказать кому-нибудь, да, что у тебя не имба? Это же чистая имба. И медведь стоит. Алло, в смысле, а чё он не умер? А? Что за бред? По-моему, если честно, это какой-то бред. Ну ладно. Ну сколько же надо добавить мне скорости? И чё? — 19 стаков. По-моему, это просто изи. Бешеная рептилия удалась. 50 скорости. 55 скорости передвижения. Ну это, в принципе, не сильно решает, конечно. Сколько ММР в обычной доте? Я не играю в обычную доту, поэтому... Увы, не знаю. Вчера видел медведя 3 миллиона хп, 400 плюс волны на Энигме. Ого. Это у кого такое было? Это у кого такая жесть была? На самой Энигме и дало на имба. Я давно ими не играл, через мультикаста можно настакать, да. Но для этого нужно опять же взять сначала нужный перк, найти способности хорошие сразу буквально, чтобы у тебя было больше золота в лейте. Потому что будет тяжело. Крипы сейчас будет больно. Вообще можно настакать, да. Причем довольно много.
Да, но, к сожалению, далеко я не пройду. Ау. Вот если я прохожу сотую. Сука. Не прошел. Так от устранения нет смысла. Тут живучесть нужна. Зачем устранение?